Раннее утро. Пылающее солнце только начинало подниматься над заброшенными песками, когда команда археологов въехала на стареньком джипе в самую глухую часть пустыни Мохаве. Их внимание привлек сигнал с необычно мощного георадара. Карта показывала прямую линию, тянущуюся сквозь пустыню на сотни миль, словно кто-то когда-то провел гигантский шрам. По словам местных, в этом месте никогда не было дорог, да и самих поселений тоже никто не помнил. Впрочем, одинокий старик с полуразрушенного ранчо говорил, что его дед еще детем слышал странные звуки, будто бы гремел подземный поезд, но ему не поверил никто. Археологи ехали по песку несколько часов и вдруг остановились, когда приборы показали аномалию всего в нескольких шагах от их лагеря. Один из участников экспедиции, Питер, первым заметил, что под слоем песка, немного блестя на солнце, выглядывает что-то металлическое. Песок отбрасывали руками. Он был горячий, почти обжигал ладони. Металл был странно холоден и гладок, словно только что вышел из цеха. Аккуратно расчистив участок длиной в несколько футов, археологи впервые увидели две идеально параллельные полосы. Они лежали так ровно, что невозможно было поверить в их природное происхождение. Мгновенно все забыли про усталость. С помощью лопат и кисточек команда осторожно раскрывала все большие участки. Уже через 20 минут открылся фрагмент того, что не могло быть здесь ни при каких обстоятельствах. Массивные металлические рельсы, идеально гладкие и без следов ржавчины, словно их только что выгрузили с завода. Толщина металла была внушительной, а сам материал невозможно было поцарапать даже острым ножом. Один из археологов попробовал нацарапать на поверхности букву, но острие сломалось. Длина обнаруженного отрезка составляла почти 30 футов. С помощью специального магнита они попытались зафиксировать состав сплава. Показатели удивили даже самого опытного инженера в команде. Это было нечто, напоминающее смесь стали с какими-то неизвестными примесями. Такой материал никогда не использовался для железнодорожных рельсов, по крайней мере в известных науке технологиях. На поверхности рельсов не было ни одной заклепки, никаких сварных швов, полосы будто выросли из единого куска металла. Один из членов команды взялся за щуп и начал медленно обследовать территорию. Прибор сразу же показал, что линии уходят под песок на огромную глубину, а сама дорога исчезает за горизонтом. Возник вопрос, как этот объект вообще оказался посреди пустыни, где даже за сотни миль не было ни городов, ни больших строек? И почему конструкция не пострадала за такое количество лет? Неожиданно металлический скребок зацепился за что-то между рельсами. Из песка осторожно извлекли остов небольшого фонаря, который также был создан из того же странного металла. Его форма напоминала осветители с паровозов XIX века, но на корпусе различились микроскопические символы, неизвестные ни одному из лингвистов в группе. Солнце уже поднималось высоко, жара становилась невыносимой, но команда работала молча, стараясь открыть как можно больший участок поверхности. К этому времени все понимали, они столкнулись с находкой, которая полностью расходится с привычной историей континента. Измерив направление, приборы показали, скрытая под песками трасса идет на юго-запад, к старому высохшему руслу реки, где, казалось бы, не могло быть ничего интересного. Но, как показал опыт, каждая минута здесь преподносит новые сюрпризы, и вскоре команда столкнется с еще большими загадками, которые ждали их не только на поверхности, но и в глубине, под слоем воды и ила. Первые часы после открытия рельсов пролетели незаметно. Вокруг лагеря начали собираться люди из соседних исследовательских групп. Слух о находке распространился по пустыне быстрее песчаной бури. Полдесятка ломов, лопат и даже ручной компрессор появились у исследователей, чтобы осторожно убирать верхний слой песка. Один из инженеров заметил, что магнит реагирует на металл с необычной силой, но стрелка компаса начинала вести себя странно, словно под грунтом скрывался мощный источник магнитного поля. Приборы для поиска металлических объектов показывали идеально ровную линию, растянувшуюся на невообразимое расстояние. Технический руководитель группы связался с коллегами по спутниковой связи и заказал аэрофотосъемку с помощью дрона дальнего радиуса. Через 30 минут на экране ноутбука появилась фотография. По самой середине пустыни шел серовато-черный шрам, который терялся за горизонтом. Рельсы, открытые археологами, имели странную структуру. При тщательном осмотре под микроскопом оказалось, что поверхность металла покрывают мельчайшие гребни, образующие причудливый рельеф, не похожий ни на один из известных промышленных стандартов. Ни одна из типовых форм рельсов, ни американского образца, ни европейского, не подходила по геометрии.
Материал одинаково блестел на солнце и в тени, отражая как зеркало, но при этом абсолютно не нагревался, несмотря на 30-градусную жару. Питер, ведущий инженер экспедиции, попытался провести по рельсу алмазной пластиной, не осталось даже царапины. Сплав оказался в несколько раз плотнее привычной стали, что подтвердила лабораторная экспертиза прямо на месте с помощью переносного спектрометра. Второй сюрприз ожидал исследователей, когда они начали копать глубже. Рядом с рельсами находились канавки, идеально симметричные гребни, будто бы их выточили на токарном станке колоссальных размеров. В одной из канав сотрудники нашли плотно закупоренный цилиндр толщиной с детскую руку. Когда археологи вскрыли цилиндр, внутри оказался порошок серебристого оттенка и фрагменты тончайшей проволоки, скрученные в замысловатую спираль. Питер аккуратно сложил это в герметичный контейнер, материал был настолько хрупким, что рассыпался при малейшем прикосновении. Тем временем аэрофотоснимки показали, линия рельсов пересекает не только песчаное плато, но и уходит в зону древнего русла реки, где по карте должны быть заболоченные участки. Георадар подтвердил, что рельсы продолжаются под слоем ила и воды, не прерываясь ни на фут. Картинка была абсурдной. Невозможно было поверить, чтобы железнодорожная трасса, созданная неизвестной технологией, прошла столь огромный путь через пустыню и болото, не разрушившись за многие века. К этому моменту группа исследователей расширилась, подключились специалисты по промышленной археологии, приглашенные из ближайшего университета. Их удивил еще один аспект. Вдоль рельсов под песком располагались странные опоры. Высотой в 2 или 3 фута они были круглые, без каких-либо традиционных крепежей, будто вросшие в грунт и рельсы одновременно. Магнитуда считываемого поля возле опор зашкаливала, и один из физиков заявил, что фиксирует электромагнитные всплески, для которых нет разумного пояснения. Несмотря на экстремальные условия, команда решила провести первую попытку раскопать фрагмент дороги в том месте, где трасса входила в пересохшее русло. Приборы показали, что под тонким слоем глины рельсы совершенно целы, не деформированы. В этот момент в лагере возник настоящий переполох. Спелеологи, входившие в состав научной группы, сообщили, что в одном месте трасса словно прерывается и уходит вниз, под воду. В песках была видна воронка, возможно, древний обвал или проседание русла. Дав команду готовиться к подводным работам, руководитель экспедиции распорядился установить по периметру временное освещение и камеры, чтобы зафиксировать все происходящее. Инженеры проверяли оборудование, заряжали аккумуляторы для фонарей и переносных прожекторов. С удивлением они выяснили, что металлический корпус найденного фонаря светится в темноте слабым голубоватым свечением. Лингвисты сфотографировали непонятные символы и отправили снимки коллегам в разные страны, надеясь быстро найти хотя бы отдаленную аналогию. Погода становилась все жарче. Над горизонтом поднимались волны раскаленного воздуха, а команда собирала под навесом огромную карту, сверяя каждый обнаруженный участок с древними топографическими схемами. Параллельно геологи начали проводить анализ грунта рядом с рельсами и обнаружили мелкие включения неизвестного происхождения, кусочки металла, керамики и даже редкие минералы, которых в этой части континента не наблюдалось последние несколько тысяч лет. Археологи фиксировали находки, помечали координаты, снимали слой за слоем, чтобы не упустить ни одной детали. В месте обвала у древнего русла обнаружили не только продолжение рельсов, но и огромную металлическую плиту, покрытую сетью каналов. Их происхождение пока оставалось загадкой. Все указывало на то, что под водой скрывается куда больше тайн, чем на суше. Готовясь к ночному погружению, команда понимала. То, что таится под поверхностью, могло полностью перевернуть все представления о прошлом континента, и никто не мог предположить, что ждет их на глубине в ближайшие часы. Погружение началось до рассвета. Оборудование проверяли всю ночь, чтобы не упустить момент наилучшей видимости и минимальной турбулентности под водой. 3 водолаза спустились первыми, увешанные камерами, герметичными фонарями и приборами для замеров. Под древним руслом вода была мутной, но с первых футов погружения экспедиция наткнулась на то, чего никак не ожидала. Прямо в иле виднелись идеально ровные металлические поверхности, покрытые слоем зеленоватого налета. Дорожка из рельсов уходила под углом к горизонтали, исчезая во мраке подстилающего слоя глины. По команде сверху подали мощный прожектор, и свет в одно мгновение высветил причудливые конструкции. Между рельсами располагались замысловатые латунные тяги, скрепленные без единого шва, образуя сложную систему из трубок и шестеренок. Некоторые детали были поставлены так, будто собирались двигаться, словно под водой спрятался сложный механизм.
Водолазы сигнализировали на поверхность, необходимо усилить подачу света. Когда лужа света осветила длинный фрагмент подводной трассы, стало видно, вдоль полотна располагались небольшие круглые платформы, на которых лежали остатки странных контейнеров. Открывая один из них, водолаз аккуратно пальцами вытащил ценнейший артефакт, небольшой цилиндр из металла синеватого оттенка, который не реагировал на магнит. Из цилиндра тянулась проволока, свернутая в правильную спираль, и на ней едва просматривались символы, похожие на найденные ранее. Один из самых опытных членов команды позже отметил, контейнер абсолютно герметичен внутри, даже спустя столетия вода не проникла внутрь. Погружаясь глубже, водолазы наткнулись на первый неожиданный след опасности. Слой ила резко обрывался, открывая глубокую расщелину, где рельсы исчезали вниз под странным углом. Внутри провала свет фонарей отразился от гладких металлических стенок. На одном из фрагментов поверхности были видны зацепы, возможно, здесь когда-то работали сложные подъемные или зацепные механизмы. Сразу за обрывом, под слоем илистого песка, обнаружили вращающуюся шестерню размером с автомобильную шину, покрытую множеством мелких насечек. При попытке прикоснуться к детали ее зубцы едва заметно задвигались, будто бы механизм, лишь притихший со временем, был готов снова заработать. Из ближайшего отсека, залитого мутной водой, вытащили предмет, внешним видом напоминавший ручную тележку, только ее конструкция была в разы сложнее. Она имела многослойный корпус из металла и керамики со встроенными проводниками, которые не корродировали. Один из исследователей отметил, на ручках и платформах тележки нет ни одного следа износа, как будто она была недавно собрана и брошена на дне. На дне расщелины обнаружили еще одну загадку — массивную плиту, испещренную бороздами и впадинами. В отдельных углублениях находились осколки гладкого стекла и миниатюрные шестеренки, а под ними внутри песка водолаз случайно нащупал продолговатый предмет. Аккуратно очищая находку, археологи подняли нечто напоминающее футляр с инструментами, внутри сложные резцы, пинцеты и тросики из серебристого сплава. То, что отполированные до зеркального блеска инструменты не заржавели, потрясло даже самых скептично настроенных участников. В процессе исследования подводного участка трассы экспедиция столкнулась с новым чудом. Металлические подпорки, идущие вдоль рельсов, плавно изогнуты в дугу и уходят глубоко под ил. Лазерный дальномер показал, конструкция продолжается как минимум еще на 150 футов. Через небольшое пространство вода вдруг становилась прозрачней, и здесь обнаружили сложную арочную систему, в которой оставались застывшие пузырьки воздуха. Они словно консервировали внутреннее пространство от воды. При попытке просверлить образец для забора материала бур сломался, не оставив даже вмятины на металле. Команда фиксировала находки, тщательно документируя каждую деталь. Каждый фрагмент, поднятый со дна, тут же попадал в изолированный контейнер. Уже к вечеру на столе руководителя экспедиции лежали металлические контейнеры, фрагменты латунных трубок, прибор, похожий на древний компас, и непонятные инструменты, не имеющие аналогов в современной археологии. Именно в этот вечер, просматривая видеозаписи с подводной камеры, один из инженеров заметил мелькание тени в глубокой части расщелины, где трасса уходила влево по направлению к исчезнувшему поселению на старой карте. Никто не понимал, что это было. Возможно, остатки еще больших механизмов скрываются под толщей ила и металла, и самые поразительные открытия только ждут команду впереди. Утро выдалось безоблачным, но в лагере археологов царило напряжение. С первыми лучами солнца спустились к руслу несколько человек, вооруженных ножами, лопатами и приборами для анализа грунта. Они надели гидрокостюмы и, закрепив страховочные тросы, по очереди заходили в мутную воду старого русла. Вода оказалась не такой глубокой, как ожидали, но слой ила невероятно плотным и скользким, каждый шаг утягивал по колено, а иногда и глубже. На дне под ногами то и дело встречался металл, рельсы, платформы, заклепки без швов, детали, явно не просто так оказавшиеся здесь. Археологи аккуратно пробирались по конструкции на ощупь, чтобы не повредить возможные артефакты. Внезапно под слоем ила один из исследователей нащупал что-то круглое и твердое, не похоже ни на одну из привычных деталей железной дороги. Осторожно расчистив находку, команда извлекла из ила металлический диск, увитый каналами и крошечными шестеренками. Его масса составляла около 20 фунтов, а поверхность была вся покрыта неизвестными символами. Вытащив диск на поверхность, специалисты обратили внимание на его необычный состав. Металл, на вид латунь, был на самом деле неожиданно тяжелым и странно электризованным, как будто он мог служить частью накопителя энергии.
Рядом в ил забился другой прибор. Продолговатый цилиндр с отверстиями по бокам, внутри которого едва заметно дрожали пружинки и проволочные катушки, все так же покрытые теми же загадочными знаками. Каждый новый найденный предмет вызывал недоумение. Ни одна известная железная дорога не использовала ничего подобного. Ни на Западе, ни в Азии, ни в Британии. Тем временем на 11-м футе от воды археологи наткнулись на участки механизма, напоминающие большую блокировочную систему. Куча мелких зубчатых колесик, некоторые из которых все еще вращались от легкого прикосновения. Один из инженеров поднес магнит, система чуть дрогнула, стрелка резко изменила траекторию, и в этот момент произошел неожиданный скачок напряжения на приборе. Конструкция явно была когда-то подключена к мощному источнику энергии. Часть труб и проводников уходила прямо в песок, их не было видно даже на глубине первых 2 футов. В другом месте обнаружили высокий цилиндрический резервуар, к которому подходили 2 узкие трубки, плотно закрытые своеобразными клапанами. По предположениям инженеров, это мог быть элемент водяного двигателя или накопителя давления. Когда крышку удалось осторожно открыть, изнутри вырвался едва уловимый запах масла. После стольких столетий внутри, поразительно, сохранились остатки смазки. Спаечные швы на деталях резервуара были неразличимы. Металл выглядел монолитным, а детали соединены настолько плотно, что ни одна капля воды не проникла внутрь. Исследования показали, и корпус резервуара, и трубки были выполнены не из железа или стали, а из уникального сплава, сочетающего неизвестные ранее элементы. Дальше под слоем ила экспедиция нашла объект, который поразил даже самых бывалых. Вытянув на свет длинную балку со встроенными шестернями и сложными вырезами, археологи обнаружили, что ее внутренняя часть была заполнена тончайшими кварцевыми пластинами, похожими на современные микросхемы. На одной из пластин виднелись остатки тонкой золотистой фольги и сетка микроскопических дорожек, едва различимых на глаз. По предположению одного из инженеров, это могла быть часть управляющего устройства или реле, работавшего по принципу, который не используется ни в одной старинной железнодорожной системе. К удивлению всех, некоторые механизмы были не только уцелевшими, но и, по-видимому, до сих пор живыми в техническом смысле. Мелкие индикаторы, вмонтированные в бронзовые панели, мерцали тусклым зеленоватым светом, как будто внутри оставались какие-то запасы энергии. Удалось извлечь странный прибор с вращающейся рукояткой. Когда ее прокрутили, слабый электрический импульс прошел по наружной катушке, и индикатор зажегся ярче. В еще одном месте водолазы обнаружили под толстым слоем ила замысловатую платформу, совокупность труб, рычагов и металлических пластин. Передняя часть платформы заканчивалась выступающим штырем, который мог служить муфтой для соединения с неизвестным устройством. В центре платформы была вмонтирована прозрачная капсула, внутри которой плавал крошечный шарик, полностью серебристый и блестящий, но не поддающийся намагничиванию. Параллельно с этими находками, между платформами, археологи подняли странный ящик размером с обувную коробку. Внутри него были аккуратно уложены цилиндры, заполненные порошкообразным веществом розового оттенка, и пакетики с неизвестной гранулированной субстанцией. Проведенные на месте тесты показали, химический состав абсолютно не напоминает ни порох, ни современные взрывчатые вещества. Извлеченные цилиндры при контакте с влагой начинали испускать слабое тепло, что заставило экспертов предположить, что перед ними элемент неизвестной энергетической системы. Все находки тщательно фиксировали на видео и фото, а часть механизмов передавалась инженерам для изучения структуры. Каждый час приносил новые детали. Миниатюрные рычажные системы, заклепки без видимых следов обработки, медные пружины и даже крошечный медальон с выгравированным силуэтом странного локомотива, которого никто прежде не встречал ни на одном изображении старинных поездов. К вечеру экспедиция поняла. Слой ила скрывает не просто рельсы, а сложнейший техногенный комплекс, наполненный механизмами, которые по уровню и разнообразию превосходят все, что было известно о дорожно-железнодорожных технологиях прошлого столетия. Подготовка к новому этапу работ заняла весь остаток дня, ведь уже по спутниковым координатам было ясно, впереди, вдоль этой загадочной трассы, спрятано куда больше, чем просто техника. Археологи уже знали, что следующая ночь принесет встречи с новым прошлым, которое оказалось не только сложным, но и связанным с исчезнувшими поселениями посреди дикой пустыни. Первые признаки поселений команда заметила, когда солнце только начинало плавить кромки горизонта.
Дрон, который облетал окрестности старого русла, вдруг показал на экране странные темные пятна, вытянутые вдоль линии рельсов. Археологи сразу отправили группу пешком, чтобы проверить аномалии. Уже в нескольких ярдах от лагеря под тонким слоем песка обнаружили очертания фундамента. Копнули чуть глубже, определились прямоугольные блоки, сложенные из материала, сильно отличавшегося от местного камня. Поверхность блоков была покрыта сеткой едва различимых знаков, а края идеальны, ни одного скала, будто бы дом только что выложили. Через несколько минут вдоль рельсов зафиксировали еще 3 фрагмента стен, пара из которых имела встроенные металлические стержни. Один из исследователей поднес к стержню магнит, результат был неожиданным. Магнит оттолкнулся, как если бы металл обладал сильным полем отталкивания, не встречаемым в бытовых материалах. Дальше под поверхностью обнаружили остатки лестницы. Пара ступеней до сих пор держалась на заклепках, которые лишь слегка потемнели от времени, но не проржавели. Осмотрев площадку, археологи нашли прямоугольное углубление, из которого вел канал прямо к рельсам. Грунт в этом месте отличался необычной твердостью. На расстоянии 50 ярдов от первого фундамента группа встретила нечто напоминающее площадку для остановки, ровная поверхность, выложенная металлическими плитами, а по краям сохранились фрагменты бордюра, плавно уходящего в песок. Сканер сразу показал, что под покрытием скрыты пустоты. Вскрыли плиту. Под ней располагалось помещение с обуглившимися остатками мебели: кресло, стол, ящик с керамическими кружками. Некоторые кружки были скреплены тонкими металлическими обручами, а внутри под песком нашли миниатюрную вилку с серебристой ручкой. Металл, из которого изготовлен стол, также не поддавался царапинам. Около одной стены лежала куча инструментов: молотки, щипцы и несколько картриджей с порошком, явно похожих на найденные ранее цилиндры. В 300 ярдах от этой площадки находка стала по-настоящему сенсационной. Из песка показались остатки мостовой. Она состояла из камней, идеально подходящих друг к другу по форме. На каждом из них выбиты символы, идентичные тем, что уже встречались на рельсах. В центре мостовой стоял металлический столб чуть выше человеческого роста, и хотя коррозия почти не затронула его поверхность, по кругу остались замысловатые следы, явно оставленные инструментом. Рядом под слоем песка нашли четкие очертания 2 сооружений. Одно из них, судя по размерам, было огромным ангаром или мастерской. В его остатках много металлических пластин, словно бы изначально они были частью единого покрытия. Посреди руин обнаружили фрагменты шестеренок, крупные гайки, детали странных механизмов с внутренними кольцами и маленькую коробку, в которой высохшие растения, похожие на чай. Второе строение оказалось жилым. Внутри по-прежнему сохранялось ощущение уюта. На стенах остались крепления для полок, некоторые из которых не просто держались, а даже имели остатки лака. В дальнем углу нашли керамическую посуду, а в ней окаменелые остатки зерен непонятной культуры. Экспресс-анализ показал, такой злак не встречается ни в одном из известных ботаникам атласов. Под полом находилось укрытие с металлическими дверцами. Их открывали несколько часов, пока не справились с зацепами, но внутри сохранились вещи повседневного обихода: инструменты для резки, ножи с лезвиями из неизвестного сплава, коробка с монетами без опознавательных знаков и куски кожи, свернутые в трубки. Чуть дальше по линии рельсов дрон снял возвышающуюся форму, напоминающую остатки башни. Это был сложный каркас, где металл сплетался с камнем необычной вязкой. Внутри еще держались фрагменты лестницы, а под основанием башни археологи нашли кости животных, керамические миски и даже несколько бусин голубого стекла, явно ручной работы. Все это подтверждало, здесь некогда кипела жизнь. Рядом с башней был кусок площадки, где странным образом пересекались следы колес и отпечатки обуви весьма необычной формы. Следы длиннее и уже среднего человеческого. В пятке находился углубленный овал. Форма и глубина следов не соответствовали ни одной известной культуре или эпохе. Археологи тщательно фиксировали каждую мелочь. Стало ясно, вдоль рельсов существовала целая сеть поселений. В каждом находили все новые признаки жизни. Остатки керамики, инструменты с микроскопическими насечками, даже фрагменты странного темного стекла, из которого были созданы небольшие линзы и призмы. В одном из жилых зданий нашли заржавевший, но все еще рабочий металлический рулон с выгравированными схемами. Часть схем иллюстрировала устройство рельсов, часть — какие-то сложные машины, о которых никто из команды не слышал прежде. Собирая по крупицам все, что осталось от этих поселений, археологи начинали видеть сложную картину жизни у загадочной трассы.
Уровень технологий и быта поражал, а материалы и предметы не имели аналогов среди известных цивилизаций этого материка. Находки стали толчком к изучению самого главного. Что же случилось с обитателями этих поселений? Почему мерзлый песок Мохаве засыпал когда-то цветущие поселки, и были ли они уничтожены катастрофой или покинули свои дома по другой причине? На этот вопрос команда рассчитывала найти ответ впереди, ведь остатки утраченных городков казались лишь верхушкой айсберга перед самой поразительной загадкой экспедиции. Первая находка этой главы ошеломила даже самых бывалых инженеров. Под тонким слоем песка, прямо возле заросшего камнями фундамента, археологи извлекли на свет небольшой металлический куб, по краям украшенный витиеватыми насечками. Куб весил больше 10 фунтов, но был настолько холодным на ощупь, что его пришлось обернуть тканью. На нижней грани оказалась сеть крошечных отверстий, а по одной из сторон идеально ровные борозды с остатками неведомого красителя. Питер присоединился к инженерам у стола, где они с помощью портативной лампы просвечивали металл. Под светом в толще куба отчетливо проявились тонкие нити, проложенные сложной геометрией, будто перед ними не кусок руды, а миниатюрная схема устройства. В это же время на площадке возле рельсов другой археолог Сара нашла в песке медальон, небольшой овальной формы, с выгравированными на поверхности символами, которые не удалось сопоставить ни с одной известной письменностью. Внутри медальона лежал крошечный шарик из прозрачного материала, в центре которого запечатлен блестящий металлический диск. Физики сразу взялись за анализ. Магниты не действовали ни на корпус, ни на внутренний механизм, а материал напоминал смесь кварца и неизвестного металла. Дальше, расчищая руины мастерской, рабочие наткнулись на длинный цилиндр с полупрозрачными стенками. Внутри было видно десятки тончайших пружин и миниатюрных шариков, свободно перемещающихся даже при слабом наклоне. По бокам цилиндра были кнопки, которые при нажатии вызывали короткие вспышки синего света внутри устройства. На каждой кнопке отдельный символ, разный по форме и размеру. Технический руководитель немедленно снял детальное видео для экспертов по редким артефактам. Рядом под плитой оказалась коробка с наборами инструментов и крошечными деталями. В наборе были микроскопические шестеренки, втулки из прозрачного материала, наборы гибких проводов и что-то напоминающее миниатюрные гальванические ячейки. Когда одну из ячеек аккуратно извлекли и опустили в емкость с чистой водой, на поверхности мгновенно появились пузырьки газа. Реакция шла явно на основе неизвестного каталитического процесса. Экспедиционный химик тут же начал серию тестов, чтобы определить состав. На северной окраине старой платформы был найден металлический жезл длиной около 2 футов. На концах жезла закреплены поочередно золотистые и серебристые вставки, на которых выгравированы сложные спиралевидные узоры. При контакте с влажным песком верхушка жезла засияла тускло-зеленым цветом, а синхронно с этим по рельсам прошел едва заметный разряд. Исследователи решили временно прекратить все манипуляции с жезлом, поместив его в отдельный контейнер. Прецедентов в археологической практике подобного взаимодействия не было. Особое внимание привлекли тонкие пластинки из темного металла, найденные под остатками разрушенного строения. Их поверхность была покрыта микросхемами, каждая дорожка напоминала современный печатный проводник, но материал пластин не поддавался механической обработке и не царапался даже алмазным резцом. При подключении к анализатору пластина выдавала стабильный электрический импульс, источник которого так и не удалось найти. На фоне этих находок инженеры обнаружили миниатюрный генератор, цилиндр с медными катушками внутри, возле которого лежала пара стеклянных шариков, наполненных светящейся жидкостью. Как только шарики поднесли к катушке, индикатор на генераторе показал слабое напряжение, возникшее естественным образом, без подключения к внешнему источнику. В отдельной нише под напластованием ила был обнаружен сложный прибор, напоминающий компас. Его стрелка вращалась сама по себе, реагируя не на магнитные поля, а на движение воздуха в помещении. Под прозрачной крышкой скрывались крошечные пружинищие рычажки и необычный циферблат с символами, отдаленно похожими на звездные карты. Параллельно геологи извлекли на поверхность несколько цилиндрических контейнеров, заполненных гранулированным веществом ярко-синего цвета. Анализ на месте показал, состав резко отличался от минералов пустыни. Присутствовал редкоземельный элемент, не характерный для здешних пород. Несколько подобных контейнеров вскрыли. Внутри порошок, легко вспыхивающий на свету, но не оставляющий следов гари.
В одной из жилых построек среди инструментов нашли медный ключ и пластину с выгравированными изображениями странных животных, некоторые из них напоминали ящеров или птиц неведомых пород. Вполне возможно, эти изображения были частью системы отметок или принадлежали загадочному знаку, который встречался на рельсах и механизмах вдоль всей трассы. Самой поразительной находкой стала массивная закругленная плита с вделанными в нее десятками прозрачных линз, закрученными в тончайшие металлические держатели. Свет, проходящий через линзы, преломлялся таким образом, что на поверхности возле плиты появлялось изображение сложной схемы. Когда археологи изменили угол наклона, картинка сменилась, показывая, по всей видимости, этапы сборки крупного устройства. К концу дня стол главного инженера был завален артефактами, не вписывающимися ни в одну из известных систем прошлого. Все предметы, от самозаряжающихся генераторов до микроскопических пружин, не должны были бы существовать ни по уровню технологий, ни по составу материалов. Многие детали выполнены с точностью, которая появилась в промышленности лишь спустя столетия после появления железных дорог. Несмотря на усталость, команда продолжала работать, понимая, что каждое новое устройство могло стать ответом на самый главный вопрос. Почему загадочная трасса вдруг исчезла и что случилось с ее создателями? Впереди команду ждали не просто предметы быта, а следы потрясений, от которых на поверхности до сих пор оставались еле различимые шрамы. Первые признаки масштабного бедствия обнаружили случайно, когда одна из групп археологов с рассветом отправилась вдоль линии рельсов по направлению к очередным остаткам фундамента. Прямо у поверхности песка нашли слой пепла, смешанного с обугленными фрагментами неизвестных конструкций. Даже простой магнит не реагировал на этот пепел, зато анализаторы зафиксировали в нем высокий процент редкоземельных металлов и следы высокотемпературной плавки. На глубине 2 футов открылся обширный обгорелый пласт. Внутри лежали перекрученные металлические балки, словно недавнее безумное пламя испарило все вокруг за считанные секунды. Дальше вдоль трассы грунт резко менялся. Слой обожженной земли тянулся почти на 30 ярдов, а внутри золи попадались куски спеченного стекла. Приборы зафиксировали всплеск радиационного фона, и команда на время остановила работы. Когда допустимая концентрация снизилась благодаря ночному ветру, археологи продолжили раскопки. На обугленных остатках плит отчетливо проступили волнообразные узоры, следы от мощного электрического разряда или теплового удара. Питер и 2 инженеров обнаружили массивный фрагмент цилиндра, края которого были оплавлены и искривлены, будто бы металл буквально вытекал наружу, застывая и повторяя рельеф почвы. В нескольких шагах отсюда нашли еще одну поразительную деталь. Слой ила резко оборвался, открывая глубокую расщелину на месте железной дороги. Рельсы здесь были вырваны, словно кто-то гигантскими клещами выдернул их из земли и бросил в сторону. Совсем рядом между обломками валялись части некогда сложного механизма, шестеренки, скобы и бронзовые вставки, расплавленные в единую неоднородную массу. Поверхность металла покрыта следами волнообразной деформации, на некоторых деталях сохранились застывшие капли, будто металл плакал жидкими слезами. На 300 ярдах севернее исследователи наткнулись на остатки построек. Стены здесь были взорваны изнутри, и в обломках обнаружили первый слой человеческих останков. Кости, обожженные и покрытые плотной черной коркой, лежали рядом с обломками керамики и металлических инструментов. На руинах главной мастерской нашли топор, у которого половина лезвия оплавлена, а в середине рукояти осталась крошечная капля стекловидного вещества. Рядом с мастерской под толстым слоем песка сохранился кусок дороги, дорожное полотно вырванное и перевернутое, перекрытое глыбой обожженной глины. Самым жутким открытием стала большая воронка, которая уходила вниз почти на 20 футов. По стенкам воронки остался четкий ободок черного цвета, какой-то процесс выжег все вокруг, оставив только редкие вкрапления минералов. На самом дне лежал обломок того самого сплава, из которого были созданы рельсы. Его края были изогнуты и покрыты пузырьками, оставшимися от контакта с чудовищной температурой. Вокруг дна воронки археологи нашли множество мелких фрагментов прозрачного стекла и несколько искривленных металлических деталей. Некоторые напоминали элементы кабелей и реле. При дальнейшем обследовании трассы команда столкнулась с еще одной загадкой. В нескольких местах железная дорога была как бы сдвинута или разорвана на отрезках по 10 или 20 футов, а между ними лежали огромные обугленные валуны. На их гранях сохранились следы оплавленной керамики, и металл окрасился в заброшенные оттенки, будто его обдавали пламенем гигантской горелки. Геологи тут же взяли пробы камня.
Оказалось, что температура воздействия превышала показатели, характерные для обычных пожаров и даже извержений вулканов. В одном из развалин археологи нашли странный след. Отпечаток в камне, напоминающий колесную пару, был словно выдавлен с силой, недоступной ничему из известных механизмов. От колеи расходились длинные трещины, по краям которых лежали расплавленные остатки медных и серебряных вставок. На фоне этих находок обнаружили многочисленные мелкие кусочки угля, спеченные с кусками неизвестного черного минерала. Вдоль всей трассы, от воронки до следующего уцелевшего фундамента, песок был вперемешку с ядовито-зелеными стекляшками, вытекавшими когда-то из расплавленного металла. Анализ показал, в составе присутствуют элементы, отсутствующие в природных породах пустыни, но при этом не являющиеся искусственными сплавами 20-го столетия. Все эти шокирующие улики указывали на одно — когда-то здесь произошел взрыв огромной силы, возможно, осознанно направленный на разрушение или блокировку дороги. Питер зафиксировал точку максимального повреждения, и по всей длине трассы обнаружились характерные волнообразные разломы и отпечатки ударной волны. Вдоль рельсов в песке попадались обломки механизмов, оплавленные части платформ и редкие фрагменты инструментов. В одном из таких кусков была запечатлена керамическая посуда с расплавленным краем, а в центре находился странный серебристый диск с прорезями и неразборчивыми символами. Отдельной сенсацией стало открытие слоя пепла, в котором удалось обнаружить остатки двух металлических табличек с выгравированными схемами. Одна из них показывала разветвленную сеть, тянущуюся от железной дороги вглубь пустыни, а вторая — изображение гигантских колес, связанных с системой ремней и шестеренок. К исходу дня команда поняла, весь этот участок был испепелен за один короткий момент, и на его месте остались только мертвые фрагменты и обожженные руины. Каждый новый шаг указывал на гигантскую катастрофу, по масштабам превосходящую все, что могли вообразить археологи. Но даже среди этих разрушений встречались участки, где техника и детали каким-то чудом уцелели. Возможно, именно там скрывались ключи к самой большой тайне этой железной дороги. Впереди, в самой глубине катастрофической зоны, археологи уже готовились к новым поискам, где каждый обломок мог рассказать, что или кто вызвал это разрушение и почему когда-то величественная трасса исчезла из памяти мира так быстро и бесследно. Археологи не успели вытащить из воронки последний обломок сплава, как в лагерь прибыли приглашенные эксперты по промышленным катастрофам, физики, хронологи и даже несколько специалистов по сверхпроводниковым материалам. Сразу начали перепроверять все найденные артефакты, делая быстрые срезы, снимки, спектральный анализ в полевых условиях. В первую очередь команда специалистов попыталась определить реальный возраст рельсов и механизмов. Геохимики взяли пробу оксидов с поверхности рельсов, соскоб с оплавленных деталей и порошок с выгоревших зон. По изотопному составу выяснилось, что металл не подвергался коррозии многие столетия, а состав редкоземельных элементов в образцах вообще не встречается в известных архивах. Один из физиков сравнил найденные рельсы с деталями промышленных магистралей XIX века и пришел к выводу: структура сплава на порядке сложнее всего известного тогдашней металлургии и не воспроизводится стандартными плавильнями. Параллельно хронологи проверили органику, найденную в окаменелых зернах и остатках древесины в поселениях. Анализ дал странный результат. Разница между возрастом культурного слоя и уровнем деградации органики оказалась невозможной, словно бы экосистема исчезла одномоментно, а следы быта обитателей покрылись песком и пеплом в считанные часы. Специалисты по древним транспортным технологиям внимательно исследовали каждую деталь тележек, цилиндров и механических платформ. Они пришли к выводу, что вся инфраструктура создавалась сразу, за короткий срок, явно с применением каких-то автоматических или полумеханических технологий, не встречающихся в истории железных дорог. Группа инженеров и экспертов по энергетическим системам занялась анализом самозаряжающихся генераторов, найденных в мастерских и под водой. В лабораторных условиях удалось снять слабое напряжение с катушек даже спустя столетия. В некоторых цилиндрах из-под слоя пыли удалось выделить следы разложения вещества, которое при контакте с влагой загорается слабым розовым светом и испаряется полностью, не оставляя запаха и копоти. Химики фиксируют, состав напоминает смесь высокоэнергетических аккумуляторов, аналогов которым до 20-го столетия не существовало. Палеотехнологи попытались смоделировать устройство с кварцевыми пластинами и золотыми дорожками.
Электроника работала только в замкнутой температурной среде и не реагировала на стандартные источники питания, а часть схем включалась, если ее помещали в магнитное поле, возникающее вдоль рельсов. Возникла гипотеза: железная дорога могла работать не на паровой или дизельной тяге, а на принципе электромагнитной левитации или индукции, на века опережая все, что создавала цивилизация. Отдельно группа специалистов по аномальным катастрофам занялась раскопками зоны воронки. Были проведены десятки замеров радиационного и электромагнитного фона, а также собраны образцы стекловидного минерала. Спектральный анализ показал, температура плавления достигала таких показателей, которых не бывает ни при земных пожарах, ни при падении метеоритов. В центре воронки приборы зафиксировали остаточное излучение, а два эксперта предположили, здесь сработал источник энергии, превышающий по мощности бытовые реакторы 20-го столетия. Палеолингвисты и знатоки писем древнего мира пытались расшифровать найденные символы. Сравнение с известными письменностями древней Месопотамии, цивилизаций Ольмеков и даже буквами Восточной Азии не дало никакой прямой связи, ни одна система не совпадает по структуре. Однако отдельные символы повторяются вдоль всей трассы, на инструментах, механизмах и домах. Их маркировка кажется технической, возможно, это были обозначения секций, предназначений, режимов или предупреждений. Научный совет из числа приглашенных экспертов занялся восстановлением карты пути рельсов по спутниковым и дроновым снимкам. Контур трассы опоясывает 2/3 пустыни, уходит сквозь высохшие озера, протягивается к скалам и рвется в катастрофической зоне, исчезая под обломками. Ориентиры вдоль трассы совпадают с линиями геомагнитного поля, а в местах развалин приборы регулярно выходят из строя, компасы теряют север, а иногда и вовсе замирают. Работы осложняются волнами жара и пылевыми бурями. Один из экспертов заметил, что по ночам прямо над трассой периодически вспыхивают коронки холодного голубого света, возможно, остаточные разряды в металлических опорах до сих пор сохраняют заряд. Команда строит гипотезы о катастрофе, от взрыва неведомого энергетического узла до внешнего воздействия на систему. Были выдвинуты версии о том, что трассу могли уничтожить те, кто ее построил, стремясь предотвратить распространение неизвестной технологии, но реальных доказательств пока не найдено. Инженеры фиксировали каждую выемку, каждый обломок, тщательно делая 3D-модели узлов, чтобы потом собрать цифровую копию бывшего комплекса. По этим данным стало ясно, железная дорога не предназначалась для перевозки обычных грузов или пассажиров. Вдоль трассы были встроены системы каналов, запорных механизмов, управляющих устройств и даже прототипы систем, напоминающих современные сенсоры. Все это говорит о сложной архитектуре и высокой степени организации, которую невозможно было реализовать в технологическом уровне предыдущих столетий. В завершении работ команда экспертов подготовила срочный доклад для археологических институтов и музеев, а также направила запрос на международные исследования образцов. Теперь десятки лабораторий по всему миру анализируют рельсы, прототипы механизмов, загадочные контейнеры с порошками и, главное, карту загадочной катастрофы, оставившей на карте пустыни гигантский шрам длиной более 2000 миль. Но именно здесь, в глубине разрушенной трассы, под слоями песка и ила, ученые впервые за последние столетия столкнулись с доказательством существования цивилизации, чьи знания и технологии до сих пор не вписываются ни в одну главу истории материка.